Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже поняли, сегодня у нас бритье. Из прошлого выпуска мы узнали, для того, чтобы побриться, не обязательно платить бешеные деньги, достаточно найти тот набор, который вас бы устроил неподалеку в магазине или где-то в какой-то лавке, или заказать по интернету, и стоить он будет совсем недорого. Может быть 100, 200 или 300 рублей. В последнем обзоре у нас был станок Дорка, но я должен перед вами извиниться, я не успел в нем разобраться, а было в чем. Несмотря на его дешевизну, всего 90-100 рублей, оказывается станок регулируемый. И об этом мои подписчики мне сказали. Один из них в комментариях, а другой, Алексей Чудинов, даже письмо написал. Так что, ребята, у кого есть такой станок, не профукайте эту возможность. Я к этому, конечно, возвращаться уже навряд ли буду, хотя станок у меня здесь стоит. Не ввиду того, что мне как-то там западло, как думают некоторые товарищи, или еще что-то. Просто реально не хватает на это времени, вы уж простите меня. Ну и прежде чем мы продолжим, хотел бы вам донести определенную информацию, как так сухо, официально. Короче, парни, суть проста. Я еду на Vape Expo, да, это к бритью никакого отношения не имеет, но тем не менее, сегодня первый день, как вот пришло это решение, поэтому хочу вам об этом сказать. И дернул меня черт дойти к ним на сайт, а там, оказывается, голосование открыто на самый лучший YouTube канал. Конечно, я понимаю, что я не самый лучший и не самый большой. Какой я? Вот захотелось узнать дураку старому, и я оформился для голосования. Так что, ребят, ну, кому вера не запрещает, есть минутка свободная, можете пройти и по ссылке, которая будет под видео, просто выразить свое отношение к тем сайтам, которые есть на сегодняшний день на наших просторах, в том числе и мой. Что для этого нужно сделать? Когда пройдете по ссылке, отмотайте в самый низ, и там, когда увидите зеленые кругляшки, которые представляют разные номинации, один из них будет лучший YouTube блогер. Когда вы на него кликните, там практически в самом конце будет логотип моего канала. А под ним будет та социальная сеть, через которую вы можете, собственно, проголосовать. Или Facebook, или ВКонтакте, или что-то там еще. Ну, короче, парни, я знаю, что может хохма получиться. А может и не хохма. Может получиться так, что 10 человек проголосуют, а может получиться так, что и всех нафиг позади оставим. Ну, время покажет. Короче, ребят, вот есть такая возможность. Сейчас вот на протяжении недели-двух, пока голосование не закончилось, я просто в каждом ролике буду об этом говорить. Если не трудно, можете проголосовать. Ну, а чем сегодня будем бриться, вы узнаете на крупном плане. Так что вы пока смотрите, а я тут отмочу, все подготовлю, а потом встретимся здесь снова. Все, пошли на крупный план. Пришейв Арлингтон от всемирно известной компании D.R. Harrison. Компания достаточно такая старая, 1790 какого-то года. Плюс ребята прописались при королевском дворе. Так что, ну, должно быть интересно. Любезно предоставлен компанией «Опасная бритва РФ». Станком сегодня будет работать жилет Slim. Вот так вот он выглядит. Станок регулируемый. Несмотря на его почтенный возраст 50 лет, сохранился достаточно неплохо. За нижнюю ручку вы можете его раскрыть как бабочку. Открывается, закрывается. Регулировка происходит за верхнее кольцо. Отметкой служит вот эта просечка под головой станка. Крутить в закрытом положении вы, конечно, можете, но я бы не рекомендовал, потому что ребята один раз меня остановили, сказали: Вадим, что ты робишь? Надо все регулировки производить в открытом состоянии. И после этого я стал присматриваться, понял почему. Вот смотрите, сейчас он стоит на единице, это в минимальном положении. А вот теперь мы перекручиваем максимально. Видите, вот эти вот 4 таких штифта, или как их назвать правильно, они выдвигаются и меняют угол наклона лезвия. Это хорошо будет видно, вот особенно здесь. Это минимальная. А это максимально. Они сейчас приподнялись, они стали выше.
Вес станка 72 грамма. Высота станка вместе с ручкой, вместе с головой 9 сантиметров. Ширина головы, ну нет, наверное, все-таки длина головы 4 сантиметра. Мой любимый размер. Я думал, на каком же лезвии испытать его. Или на двух прогнать, или на одном. На двух это, наверное, был бы лишний геморрой, потому что станок мне неизвестен. А на одном хотелось бы на том, которому я доверяю. Persona Platinum Chrome успела завоевать мое доверие, поэтому сегодня ее и поставим. Изначально, наверное, давайте поставим его сразу же, ну, на середину, наверное. Вот так, пускай будет на четверке, ни нашим, ни вашим. Вся градация от единицы до 9. Так что как раз это получится золотая середина. Закрываем. Закрывается легко. Обратите внимание на то, как выходит лезвие. Вылет равномерный. По краям также выходит где-то по 2 миллиметра примерно. Но я не думаю, что нам это в бритье будет мешать. Барабанная дробь, ребята. Мылом у нас сегодня будет мыло от Sharon, Англия, Nani Silly Soap. Мыло традиционное, арабские ночи, Arabian Night. Мыло Талов, жировое, мягонькое. Скорее бы им побриться. Пластиковая банка. Достаточно удобная и комфортная. На одной из сторон внутреннее содержание, то есть из чего мыло сделано. Ну, сами ароматы и прелесть всего мыла, конечно же, это не передадут, но у вас будет представление о том, из чего, собственно, оно сделано. Кому интересно, нажмите на стоп. По мазкам у нас сегодня будет работать вот такой маленький гномик, малыш, от компании Вилонг, Испания, который любезно предоставил Карен. В его хозяйстве он оказался лишним, сейчас он его пристроил на продажу, и за одним, чтобы я сделал обзор. Диаметр помазка, диаметр узла 19 мм, высота узла 48 мм. Это конский волос, но не тряпка. Уже чувствуется, что у него есть упругость. Упругость, ну, если уступает кабану, то не намного. Такой интересный. Посмотрим, как он покажет себя в работе. Акриловая ручка под такую кость какую-то, рог, даже не под кость, а под рог. Хорошенький, красивый. Автошейвом у нас будет сегодня Sandalwood, безалкогольный, как уверяет компания, Taylor of Bond Street. Довольно старая такая и всемирно известная компания, которая уже завоевала свое доверие. Его мне прислал Сергей Широков из Амурской области вместе с медом. Мед мне, конечно, не достался, мама увела сразу, но вот автошейв остался, мама им не пользуется. Все, пошли, ребята, бриться. Ребят, честно сказать, впервые пользуюсь вот таким жидким пришейвом, как предоставила компания «Опасная бритва РФ». Кстати, парни, кто что-то хочет купить на этом сайте, не забывайте, что от канала действует скидка 10%. Достаточно написать Home Like купон, и все, вам скидка будет предоставлена. Не забывайте, она, кстати, тоже будет под обзором. Так вот, как им работать? Понятия не имею. Ну давайте, наверное, по наитию. Вначале я все это отпарю, а потом уже вот это вот все дело нанесем. Потому что, по идее, это должно и кожу подготовить, смягчить маслами, ну и сам щетин тоже подготовить. Так. Тем более, что в рекомендательной инструкции так и говорится на сухую или увлажненную кожу. Так что мы с вами, можно сказать, по инструкции-то идем. Это цитрус. Тем более сбиваю с панталыку, потому что пришейв, он по идее имеет запах автошейва, ну почти одеколона. Даже как-то интересно. Дозатор стоит такой щадящий, люблю такие. Он вам не даст нахамить и полбутылки сразу же на ладошку вылить.
Ребята. Ой. Фу. Ой, как пахнет. Чуть-чуть так вот запах алкоголя. Не запах, а не алкоголя. Это что-то связанное с алкоголем, но точно не алкоголь. Легкий порог, вот буквально полсекунды, секунды, бум, все, улетел и оставляет после себя. Вот, знаете, это не фрукты, и это не овощи. Вы знаете, вот что-то такое яркое, желтое, с пупырышками, вот как кожура лимона. Но кожура лимона, она, знаете, она несколько такая едкая, и вот этот вот запах на пальцах, я его не очень совсем люблю, а здесь этого совсем нет. Здесь что такое легкое, изящное. Вот я бы не сказал, что это в английском стиле. Я бы сказал, что это в испанском стиле. Вот что-то вот, знаете, как-то... Я сразу в шортах, я сразу в какой-то панаме от солнца. Иду там банан или манго наезываю. И вот, и знаете, вот на душе легко и хорошо. Это отдых. Это отдых, это vacation, это отпуск, это отличное настроение, солнечное. Как, я не знаю, у меня почему-то побережье все время перед глазами. Побережье, и девчонки с пацанами в волейбол играют, там кто-то в песке ковыряется, кто-то на скейтборде носится, вот что-то вот такое по волнам. Запах очень хороший, очень. Прям такой, я не знаю, насколько это здесь подготовят, но вот здесь уже подготовила. Интересно, так, хватит зубы заговаривать, давайте уже... кстати, нам сегодня Марс от Дмитрия. А мыло у нас сегодня, как вы уже поняли, от Шерон. Шерон сделала новую линеечку, и кусочек этой новой линейки она нам с вами сегодня прислала. Запах, он, знаете, он пограничный. Вот взять, если по 100-бальной шкале, он где-то на 60 застревает. Это я все к чему? Вот если вот эту всю консистенцию вот увеличить до 100, он был бы уже дерзким. А так он умиротворяющим. Вот мира, ладан, что-то вот такое вот есть. Ох. Ну как, ежеси на небеси да светится имя Твое, вот не церковное, а вот что-то, вот знаете, вот что-то душевное. Что-то такое, знаете, вот я очень люблю тот запах, который в храме. Вот когда заходишь, вот нигде больше такого запаха нет. Я понимаю, что это ладан, я понимаю, что это церковные свечи, но это не что-то одно, это общая атмосфера. Ну, плюс, конечно же, святые отцы молятся и монахи, и вот это все создает атмосферу. Так вот здесь вот какая-то такая атмосфера, не церковная, а умиротворенная, спокойная, душевная. И вот, знаете, вот... Прям вот как-то вот так вот заходит и вот здесь остается. Ну, хоть и написано, что арабские ночи, лично для меня, вот кто, знаете, вот к тому буйству арабских ароматов, специй никакого отношения не имеет совершенно. Запах обалдеть. Он сформировавшийся, он законченный. Это готовая композиция. Здесь не убавить, не отнять. Здесь, вот знаете, вот оно родилось, и оно есть. И вот тут ничего менять нельзя, ребят. Я боюсь, что если что-то поменять, оно куда-то скатится. Дай бог, если в хорошую сторону, а если нет. Вот я бы не стал ничего менять, вот это вот само по себе. Если, допустим, вот предыдущее мыло от Шерон, которое у меня было, это марокканские пески, там совершенно другое, там буйство красок и прочего. Там просто, знаете, сшибает своей импозантностью, а здесь не сшибает, здесь успокаивает и приносит как-то, вот знаете, блин, ребята, вот это лучше раз попробовать. Пока я вам зубы заговаривал, я чуть-чуть уже замочил помазок, набрал мыло.
Помазок загрузился моментально. Несмотря на его размеры, то, что вот он маленький, испанцы молодцы, предусмотрели здесь вот такой вот буртик. И достаточно удобно за него держать хорошо. Помазок загрузился махом. Совершенно. И в работе нет, ребята, это не та пегая лошадь. Кстати, да, тоже от Вилонга, которая у меня и была, и которую я отдал. Это совсем другое. Более упругий такой товарищ. Вы знаете, наверное, учитывая размеры, не буду я сегодня использовать чашу, мы, наверное, сразу же на лицо пойдем. Глупо вот таким малышиком в чашке работать, согласитесь. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки это дорожный помазок. И сразу на лицо будет вполне естественно. Много не загружали, сколько тут, наверное, секунд 20. И сейчас перейдем на лицо. Так, пришейв Арлингтон уже поработал, я так думаю. Все-таки мы, наверное, лицо смочим. Чуть-чуть, слегонца. Ну что ж, с Богом, давайте посмотрим, что у нас получится. Помазок работает уверенно, но все-таки он малыш, и это чувствуется. Но для дорожного, да, тут претензий никаких совершенно. Добавим воды. Еще добавим воды. Во. Укрытость умыла, ребята. Все-таки, блин. Вот Шерон, вот умеет. Так, опа. Ну, мне кажется, я тут даже усилий-то никаких не прилагал, чтобы, вот смотрите, плотную маску сам себе заработал. Все-таки думаю, что это слишком густо. Еще маленечко разбавим. Чем больше я разбавляю, тем больше он укрывает. Так, ладно, переходим к нашему товарищу. Конечно же, я болел раритетной темой и не единожды. И, как знаете, как ребенку показывают в детском мире игрушки. Вот такими вот смотрела на фэтбой, на жилет слимы всяких пород, там и с красными ручками, там и с желтыми, и с синими, там со всякими. Но все-таки мой выбор пал вот на жилет слим L4 66 года. Ребят, не знаю, чем он мне понравился. Вот просто я увидел, так щелкнуло, мое. Вот насколько правильно щелкнуло, сейчас мы с вами узнаем. Несмотря на почтенный возраст станка, 50 лет, все-таки в этом году он празднует. Я за свою-то жизнь сколько книг могу написать. Так, если сесть просто за рюмкой чая поговорить, так там ой-ой-ой бы сколько рассказал. А у этого-то представляете, сколько было? Думаю, что не меньше. Ну, давайте посмотрим, что он может. Так, что-то тут я разухабился. Так, напомню, у нас 4-я позиция. Бархатно. Бархатно, почти как беличья лапка. На удивление. Так, ладно, давайте не будем поддаваться искушению. Откроем и поставлю, наверное, на 7. Посмотрим, что он сможет на этой позиции. Как по мне, так более информативно стал. Конечно, агрессивнее, да. Но это не зашкаливающая агрессивность, нет. Ручка на насечке достаточно уверенно позволяет держать.
А давайте сделаем. Вот мне интересно, что он на девятке покажет, пока я первый полностью весь цикл не прошел. Ставим на девятку. Конечно, это не 41-я голова. Вот сейчас это стало похоже где-то примерно, могу ошибиться, но где-то 4-я позиция на прогресс. Ну, да, интересно. Так, сейчас уже пойдем на второй раз, поэтому давайте я, наверное, все-таки перейду на семерочку. Даже на шестерку, вот так, на шестерку поставлю, чтобы уже не наглеть. Мыло, я смотрю, на помазке загустело, поэтому слегка смочим. Вот когда рука в мыле, тогда да, тогда вполне вероятно может и неудобно быть. О, смыл пену и сразу все стало на свои места. Так, давай тебя намочим. Он работает как кистевом, так и в расплющенном состоянии. Вот смотрите. Несмотря на то, что я сколько раз смачивал, я из помазка уже практически всю пену-то выбил. Там мыла уже значительно меньше было, стало вернее, чем в первый раз. Все равно смотрите, что. Вот сейчас, знаете, такое ощущение, что я безе по лицу. Вот именно безе разматываю. Интересно. Да, хорошо зашел. Вымывается хорошо. И мой размер, он здесь везде проходит достаточно удобно. Ну как-то прям аж прям, ну не ожидал. Ну ладно, давайте посмотрим, что дальше будет. Блин, ну вот, ну мыло понятно. Но в этой-то козявке, вот откуда, вот с хрена ли наваляли, блядь, вот казалось бы, вот сейчас вот 1-2 раза намажусь и все, уже должно мыло кончиться, а не кончается нифига. Да. Вуаля.
Я прям чувствую, как он работает. Ну что ж, все, осталась только добривка. Смочим. Ну давай посмотрим, что ты тут от нас зашкерил. Козявка такая. Ну, пускай немного, но тем не менее, ребят, надо же не забывать, какой помазочек-то маленький. Я бы сказал, серьезное мыло. Серьезное. Почему-то вот все время видится что-то такое. Строгий деловой костюм и серьезный подход, серьезные отношения. Вот что-то вот такое вот есть. Вот это серьезное. Вот оно не шутит, оно создано для чего-то, оно хочет это сделать, и оно будет это делать, оно это делает. Вот, собственно, что оно сейчас и доказало. Ну вот и все. Вот и все, ребят. Дайте 6 сек, и мы сейчас с вами вернемся к обзору. Да, все-таки компресс делает свое дело. Ребят, я холодным, я знаю, я в курсе, я пробовал. Ну просто... Вот я тут на микрофоне привязанный, бежать куда-то за холодным, сами понимаете. Холодной водой, ну да, тоже можно, но тепленькая она такая кайфовая. Блин, и самое главное, что она делает все то же самое, что делает холодная. Так что холодной тоже можно, горячий тоже можно. Ну как горячий, градусов 50, не больше 60, это точно. Ну что ж, давайте посмотрим на последнего представителя нашего сегодняшнего парфюмерного бума. У нас сегодня такая эдакая английская команда собралась. То есть мыло Англия, автошейф Англия, пришейф Англия. Только один у нас европеец, испанец затесался. Ну и один американец, 50-летний престарелый. Ну, что за чушь? Какая престарелая? Мне 52. Нифига, нормальный американец. Давай, ты еще поработаешь. Так. Ну, ребят, учитывая дозатор, и тут, наверное, не на руку, тут, наверное, скорее всего, прямо на лицо, потому что здесь пипка, она нажимается, и здесь отверстие, то есть это брызгалка. Давайте попробуем. Я не пойму, чем он меня плюется, воздухом или... А, нет, что-то все-таки попало. А, Серега, тебя таки обманули? Он алкогольный. Почему написали-то алкоголь фри? Ребят, на заборе тоже написано, я проверял, там нету. Написано алкоголь фри, это не фри, алкоголь у вас будет. Да, он не галимый, да, он тут очень хорошо сдобрен маслами. Я прям чувствую, как я эти масла по лицу раскатываю. И он сделает свою работу. Те, кто любит алкоголь, пожалуйста, это вот в кассу хорошо, но он алкогольный. Я понимаю, почему Серега мне его заслал. Серый, ты был прав. Но тем не менее, спасибо тебе за такую интересную игрушку, потому что он очень вкусный. Очень вкусный. Это знаете что? Это древесные напевы. Это мох. Это Исландия. Это вот
океан, в ту сторону северно-ледовитый, в ту тихий, нет, в ту тихий, и вы сидите где-то вот в Шотландии или на севере Англии, вот на этом склоне, а там внизу вот это вот все буйство стихии, а вы на камешке, который мхом порос, вы на него так вот в своем скельте, или как вот у шотландцев юбка называется, так под задницу постелили, чтобы простатит раньше времени не заработать. И сидите просто там после хорошего обеда, в зубах ковыряетесь, а вокруг природа аж прет. Там с соседнего леса, здесь от моха. Ребят, запах сногсшибающий, он такой концентрированный. Ой, хороший, хороший. Но масел, блин, вот как-то так, не пожалели нифига. Я чувствую, я, наверное, где-то раза в 2 перепшикал, а может быть и в 3. Но посмотрим в конце разговора, что у нас получится. Высохнут они, не высохнут, уйдут, не уйдут. Итак, давайте по порядку. Ребят, Arlington Pre-Shave от опасной бритвы РФ, которая предоставила нашему каналу купон на 10% скидку. Home-like, все, что нужно написать, не забывайте. Ссылка будет, вернее, аннотация будет под видео. Честно скажу, не понял. Вот не удосужься я прочитать информацию на самой этикетке или при покупке, я бы его честно использовал как автошейв. По запаху о, по действию о. Ну, я не заметил, чтобы он мне там что-то там как-то так подготовил к бритью. Вот если бы я, допустим, мыло от Sharon взял бы, там водички навозюкал, нанес на лицо, я думаю, я достиг бы не меньшего, возможно, еще и большего. Я бы его стал использовать как автошейв. Я думаю, что это вполне резонное предположение, и он так будет работать. Как пришейв я все-таки рассчитываю на то, что мне там действительно как продерет, вот маслица зайдет, там мыльца, вот это все ляжет. Тем более, потом мы все это отмачиваем, и все равно у нас все это еще будет для скольжения работать. Что здесь будет для скольжения работать, я вот это вот не совсем понимаю. Так что в моем понимании это все-таки, наверное, больше автошейв, чем пришейв. Запах, конечно, бомба. Запах цитрусовая феерия, чуть-чуть лимона, чуть-чуть лайма, апельсина нет совсем. Как цитрусовый лимонад, что-то вот такое, вот праздничное, вот. Ну нет, это не Бразилия, нет, это что-то вот, но все равно веселое. Я не пойму, как англичане до этого доперли, они-то такие чопорные товарищи, но это действительно солнце, это вот как солнечное такое, что-то играющее, веселое. В Англии дней-то таких там нет, они вот как-то умудрились карнавал изобрести. О, карнавальное что-то вот такое. И очень интересная, достойная штука. Ни минуты не жалею, что я им попользовался. Ребят, Arlington это вещь. Вот, по крайней мере, этот продукт точно. Дальше. Я самое сладкое, наверное, оставлю чуть-чуть на попозже. Хотя, что тянуть-то? С хорошим тянуть не стоит. Ребят, когда Шерон прислала мне вот это мыло, она попросила, говорит, Вадим, там пару слов по-английски, брякни что-нибудь в видео. Я попытался отбрехаться, я говорю, Пин, ну какой у меня английский? Она говорит, ты не боись, давай говори, потому что в любом случае твой английский будет лучше, чем мой русский, потому что русского у меня вообще нет. Поэтому кого корябит, коробит, приткните уши так секунд на 30, я скажу, что думаю, и тех запасов, что еще не забыл. И мы с вами продолжим. Sharon, I'm really like your product. You make very great, very wonderful stuff. This one, this not usually soap. This one nothing special, and I like this because this really work and very nice work. It's good job, and I wanna say thank you because you think about mass people around the world, and I am dream about your new personal product every time when you say me about, and I'm very like как сказать, я благодарен тебе за то, что ты прислала мне это. Thank you so much because you meet me with your new line, and welcome to the Russia.
I'm so sorry about my language, but what can I do? Thank you so much, and I'm glad to see you and glad to hear you. And if you sometime think about voyage to Russia, why no? Welcome to Siberia. Окей, see you later. Все, ребят, Шерон, хочу сказать спасибо за новую линейку, за то, что она сделала. Это хороший, сбитый, качественный продукт. Он не такой, что взорвет вам мозг, но он вас порадует. Он не такой, что собьет вас с панталыку, собьет с ног, скажет, вот такими шарами. Нет, но он работает. Он работает, и даже капля этого продукта, вот каждая последняя молекула, которую я вот здесь вот понял, она все равно будет работать, потому что сколько мы грузили вот этого малышика, я никак не мог с него все это выконопатить. И вот с этого вот маленького узелка в 19 миллиметров и высотой 48 я и брился, и брился, и брился, и брился. Это хорошее, отличное мыло. Запах от арабского не нашел ничего. Запах это ладан, это мира, это действительно вот перец какой-то вот есть чуть-чуть, он специальный, я думаю, что он для взрослых мужиков, для тех, которые уже перевесились, перегулялись, и которые уже здоровые, нормальные, такие взрослые дядьки, у которых бардака в голове уже нет, и которым не нужна вот эта фееричная вот это, а которым нужна стабильность. Вот сейчас вот я подобрал этот запах, потому что он уж больно сильно отличается от марокканских песков, которых я пробовал перед этим. Марокканские пески прям сбивали меня запахом. И да, они достаточно неоднозначные, потому что лично мне этот запах зашел настолько, что я просто вот прям, я от всего восточного фанатею, у меня шторки опускаются сразу. А некоторые восприняли совершенно иначе. Я до сих пор еще помню, в комментариях один человек написал, что вам там понравилось, это запах... Такой запах в Турции в туалетах. Я рад за турков, если они там такие запахи устраивают в туалетах. Но вот это нечто другое. Sharon, thank you again. И следующее, наверное, помазок. Помазок, ребят, дорожный вариант более чем. Отработал на все 100%. В реальной жизни вот так вот каждый день дома бриться им, конечно же, это, наверное, все-таки не стоит, потому что он слишком мал для этого. Он побреет, он все вам сделает. Мы все привыкли, что у нас помазки гораздо больше в размерах для повседневного бритья. Там 20, 21, там 24, 27 и пошло, и пошло, и пошло. Но он не задуман для этого, он именно задуман как командировочный. И все размеры его недвусмысленно об этом говорят. Ребят, если кто-то ищет командировочный помазок, если кто-то действительно задумывался об этом и думает, что вот именно такой нужен, ребят, Карену он не нужен, он его продает. Ссылку на страницу ВКонтакте, где все вот эта вот продажная страница, я оставлю. Если действительно кому-то нужен дорожный помазок, парни, это та вещь, о которой стоит задуматься. Вот эта вот лошадка отработала на все 100. Вещь зачетная штука. Что касается автошейва. Я думаю, что это герой не моего обзора. Вернее, не из моей песни. Объясню почему. Мне нравится все. Мне не нравится то масло, которое он мне оставил на лице. Оно не критично. Оно не вызывает раздражения. Оно есть. Оно просто есть, я его чувствую, не липнет, но я чувствую, что оно здесь есть. Возможно, я виноват в этом сам, и возможно, я слишком дофига туда бухнул, потому что я пшикнул, по-моему, если мне память не изменяет, не меньше 4-5 раз, возможно, даже 6. Зачем, не знаю, слишком много. Вот парочку и по лицу развести, возможно, тогда бы этих масел не было. Если бы не эти масла, мое, однозначно мое, запах мой, успокаивает кожу, все делает прекрасно. Тейлор, что вы хотите? Хорошая штука. Сандал. Сандал-то вряд ли. Одна из нот сандала, да, здесь, возможно, есть. Но это прямо мхово-травянисто-деревянная, пеньково-деревянная. Даже вот что-то от пней, даже тут вот такое можно найти. Это, знаете... И причем это в ультра гипертрофированной форме. То есть все эти запахи усилены. То есть вот
кому нравится буйство запахов, буйство красок, сразу поймут. И они им этим будут дорожить. Интересный такой, интересный запах. По запаху однозначно 5. Про мыло, ребят, не сказал. Хочу сказать, что оно отработало по всем позициям. Кроме тех дифирамбов, которые я здесь спел, если вернуться все-таки на землю, пена 5, укрывистость 5, стойкость пены 5 и консистенция пены тоже 5. Здесь Шерон по всем позициям в точку. То есть вот им работать одно удовольствие. То есть вот это вот, конечно, блин. Вот я не знаю, где она ему этому научилась, но она молодчина. Она молодчина. И вот сколько у меня уже было, 4 мыла от Шерон. И ни разу она меня, ну, кроме последних 2, я еще до этого у нее брал. И ни разу она меня в этом плане не подвела. То есть молодец. И давайте уже, наверное, чуть ли не главному герою нашего сегодняшнего обзора подойдем. Станок. Жилец Slim 66-го года рождения. Ребят, я понимаю, откуда уши растут у современных бабочек. Конечно же, ясно, откуда они все это взяли. Я понимаю, откуда уши растут не только у бабочек, но и у прогрессов, и футуров, и прочих. То есть система регулировки, система настройки. Ну, это был, как я понимаю, революционный подход своего времени. То есть вот Fatboy плюс вот этот же жилец Slim после него пошел, когда уже с Fatboy'ем разобрались и закончили их выпуск, решили переделать вот в эту вот серию. Тогда для того времени это, скорее всего, была бомба, а не сейчас-то бомба, потому что я так вот, когда я болел этой темой, да и сейчас маленечко еще болею, по форумам порыскал, но очень много людей, которые собирают эти станки. На самом деле, жилец Slim сказать, это не сказать ничего, потому что их тьма тьмущая, их сколько-то только нет. Они все разнятся по годам выпуска, они разнятся по конструктиву, они разнятся по агрессивности, то есть какие-то более агрессивные, какие-то менее агрессивные. То есть вариантов их очень много, и очень много людей, которые их собирают, и которые балдеют от них, фанатеют от них. Сегодня этот станок мне подарил хорошее бритье. Не великолепное, хорошее. Если бы это бритье было точно таким же, допустим, как может подарить прогресс, если бы это бритье было точно таким же, как может подарить, допустим, тот же самый Rockwell или Icon на своей закрытой плите, это бритье было бы действительно великолепным. Но это просто хорошее бритье. Ребят, я его взял за 70 баксов, скорее всего я его за столько же баксов и отдам. Вывешу объявление, кто захочет, пускай заберет. Самое важное для себя я вынес. Я с ним познакомился, я его попробовал, я угомонил свою хотелку, и я понял, с чего, собственно, истории-то все вот эти начинались, и откуда повырастали вот эти вот все молодая поросль, которая пришла на смену нашим заслуженным ветеранам. Так что для себя я представление составил. Кому интересно это, обращайтесь в ВК или еще где-то. За сколько взял, за столько и отдам. Так что тут вопросов вообще никаких. Но что касается в общем и целом, ребят, я очень рад каждой встрече с вами. Но каждый день обзоры я не могу делать. У меня реально просто нет времени. Я стараюсь максимально много делать, но сколько могу. Выше головы не прыгнешь. На этом разрешите с вами попрощаться. Дай вам Бог добра, радости, счастья. Берегите себя, берегите своих близких. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И дом вам полная чаша, чтобы ваши дети не болели, а жены вас любили. А тещи считали вас самым главным человеком на земле. И чтобы всегда относились к вам точно так же, как относится ко мне моя теща, которую я всегда называю мамой, потому что она с Лариской на двоих одна осталась. Все наши остальные родители давно уже на небесах, царство им небесное. И пускай ваши точно так же любят вас. Все, пока-пока, до встречи, берегите себя. С вами был я, Вадим. До новых встреч.